Приказ о наступлении, ликвидация сил США. Иран требует от Америки начать наземную операцию. Заявление о вторжении. Вашингтон обещает ад. Спецоперация вышла из-под контроля. Поражение военной авиации НАТО. Удар по американским F-18. Срочное обращение Москвы к США. Путин требует остановить войну. Спецборд Москвы вылетел в Вашингтон. Приказ о полном прекращении огня до 28 марта. Закрытое заседание у Нетаньяху. 48 часов на последний рывок. Трамп удивляет Израиль. Новые детали. Рига против Москвы. Путина призвали сложить оружие. Украина как буферная зона. Полный отказ от территорий и вывод войск. Зеленский признался, чего требует США и что на самом деле стоит за большим скандалом в Новосибирской области. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Путина призвали вывести войска и остановить войну. Так звучит официальное заявление Латвии, которое накануне вызвало в МИД и выразило протест временному поверенному в делах России в Риге. Причина – вторжение украинского дрона в воздушное пространство Латвии с территории России. Украинский БПЛА, который летел атаковать объекты РФ в Ленинградской области, сбился с пути и залетел на 13 километров вглубь территории НАТО. В Риге заявляют, этого дрона не было, если бы Россия не начала войну. На официальном сайте МИД Латвии говорится, что боевые действия России против Украины создают непредсказуемые риски подобных инцидентов по всему региону. Было подчеркнуто, что агрессивная война России против Украины является грубым нарушением международного права и устава ООН, а также вновь было заявлено требование прекратить агрессию и вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины. Напомню, на этой неделе несколько украинских дронов, которые направлялись в Ленинградскую область РФ, сбились с пути и залетели в Литву, Латвию и Эстонию. В России остановлено не менее 40% экспортных нефтяных мощностей. Это около 2 миллионов баррелей в сутки. Причины – удары украинских дронов по стратегическим объектам страны. Об этом пишет Рейтер. Только за март под ударами оказались все 3 ключевых порта экспорта нефти. Новороссийск в Черном море, а также Приморск и Усть-Луга в Балтийском, которые приостановили экспорт нефти и нефтепродуктов из-за масштабных ударов. Эти удары по балтийским портам россиян стали одними из самых мощных атак на нефтяную инфраструктуру России за 4 года большой войны, пишет западная пресса. Это самый серьезный сбой поставок нефти в современной истории России, второго по величине экспортера нефти в мире. И все это происходит в момент, когда нефть уже пробивает $100 за баррель на фоне войны с Ираном. В сети сейчас также обсуждают последствия ударов. Кадры масштабного пожара в Ленинградской области расходятся по сети. Видео с последствиями украинской атаки обнародовали Асинт-аналитики. Украина должна быть буферной зоной между Россией и Западом. О судьбе многомиллионной страны высказался премьер соседней Венгрии. Орбан считает, что именно так можно достичь мира в регионе. Орбан повторяет то, из-за чего сейчас максимально обострены отношения между Киевом и Будапештом. Попытки интеграции Украины в НАТО или Европейский Союз могут привести к прямому военному конфликту между Россией и европейскими странами. В этой связи он считает более реалистичным сценарием отказ от таких планов и возвращение к концепции Украины как буферного государства. Если мы сможем это сделать, мы стабилизируем ситуацию, сможем вести бизнес с Россией, заключать соглашения по безопасности, торговле, энергетике и другим вопросам. И тогда возможны разумные и взаимовыгодные отношения между Россией и Европой. Если мы не сможем этого сделать и будем настаивать, что Украина – часть Запада, тогда война, независимо от текущих событий, останется постоянным источником конфликтов и будет вспыхивать снова и снова. При этом венгерский премьер заявил, что ответственность за войну в Украине лежит не на России и не столько на Европе, как в значительной степени на Соединенных Штатах. Орбан говорит, что именно США в течение многих лет продвигали расширение НАТО на восток, включая идею возможного вступления Украины в альянс. Израиль резко ускоряет удары по Ирану. Биньямин Нетаньяху приказал в течение 48 часов атаковать максимум ключевых целей. Задача – нанести как можно больший урон военной промышленности Ирана, пока есть окно возможностей. Причина спешки – опасения со стороны Израиля, что США могут в любой момент запустить переговоры и остановить войну. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. В Иерусалиме считают, что конфликт могут заморозить до того, как будут достигнуты главные цели Израиля. Кроме того, нынешняя тревога
тревога связана с тем, что Белый дом представил уже свой 15-пунктный план по прекращению огня. Цитирую. «Хотя американский план был сформулирован в общих чертах и многое в нем еще подлежит уточнению, он оказался достаточно детализированным, чтобы вызвать тревогу у Нетаньяху, его команды и военного руководства Израиля», сообщили источники. Израильское правительство сочло, что план не гарантирует достаточного ограничения ядерной программы Ирана и его возможностей в области баллистических ракет. Израильский 12-й канал при этом пишет: заявление президента США о полном прекращении огня мир может услышать в ближайшие часы, даже раньше, чем предполагалось, к этой субботе, к 28 марта. Это может произойти даже без достижения окончательных и окончательно оформленных соглашений между США и Ираном. На экстренном совещании у Нетаньяху срочно расставили приоритеты, какие цели нужно успеть закрыть, пока США не нажали на стоп. На совещании у Нетаньяху был определен приоритетный список целей, которые важно успеть выполнить до того, как США могут нажать на тормоз. Если такой тормоз действительно будет задействован, Израиль постарается успеть достичь этих целей. Если же нет и война продолжится, выполнение целей будут растянуто во времени с одновременным формированием новых задач по мере развития ситуации. Иран при этом накануне отклонил предложение США по прекращению огня, об этом пишет иранская пресса. В Тегеране заявили, сроки и условия определяет только Иран, а не Трамп. Предложения Белого дома назвали оторванными от реальности и обвинили Вашингтон в обмане и продолжении агрессии. При этом Иран выдвинул ультиматум из 5 пунктов: от полного прекращения ударов до признания контроля над Ормузским проливом. Главный сигнал: война закончится только тогда, когда Тегеран сам решит, что достаточно. Цитирую. «Не называйте свое поражение соглашением. Эпоха ваших обещаний закончилась. Сегодня в мире есть два лагеря – правда и ложь. Любой человек, стремящийся к свободе, не будет обманут вашими компаниями в средствах массовой информации. Уровень вашего внутреннего конфликта достиг той точки, когда вы ведете переговоры сами с собой. В регионе не будет и намека на инвестиции, о которых вы когда-то говорили, и вы больше не увидите прежних цен на энергоносители и нефть, пока не поймете, что стабильность в регионе гарантируется мощной рукой наших вооруженных сил. Стабильность приходит через силу». В целом же в Иране заявляют, что не ведут прямых переговоров с США, есть контакты через посредников. Помимо этого прозвучало заявление и о вторжении. Тегеран считает, силы США при поддержке другой страны устроят штурм. Цитирую. Согласно некоторым данным, враги Ирана при поддержке одной из стран региона готовят операцию по захвату одного из иранских островов. Все передвижения противника находятся под полным контролем наших вооруженных сил. И если они предпримут хоть один шаг, вся жизненно важная инфраструктура этой региональной страны без ограничений станет целью непрерывных ударов. У Трампа могут быть проблемы с получением полной картины войны с Ираном. Такие опасения звучат внутри его же окружения. По данным NBC, американскому президенту показывают видеоролики, двухминутные нарезки, показывающие в основном успешные атаки США. Критики считают, что такой формат может искажать восприятие ситуации и скрывать реальные риски и потери. Некоторые союзники президента опасаются, что он не видит всей сложности конфликта и может принимать решения, не имея полной информации. При этом сам Трамп, по данным источников, все чаще раздражен тем, что СМИ не отражают ту картину побед, которую он видит благодаря видео, которые ему показывают. Один из примеров произошел в этом месяце, когда 5 самолетов заправщика ВВС США были поражены в результате иранского удара по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, рассказал один из действующих американских чиновников. Трампа не проинформировали об этих ударах, и он узнал о случившемся из сообщений СМИ. Когда Трамп спросил, ему ответили, что самолеты не получили серьезных повреждений. В Белом доме обвинения отвергают и настаивают, что президент получает широкий спектр разведданных и мнений. Кроме того, там враждебно восприняли отказ Ирана от плана Белого дома и заявили об аде. Президент Трамп не блефует, и он готов обрушить на противника настоящий ад. Ирану не стоит снова совершать ошибку в расчетах. Их прошлый просчет стоил им высшего руководства, военно-морского флота, военно-воздушных сил и систем противовоздушной обороны. Любое насилие после этого момента будет происходить лишь потому, что иранский режим отказывается понимать, что они уже побеждены, и отказывается идти на сделку. На этом фоне звучит срочное обращение ООН, операция вышла из-под контроля.
Спустя более 3 недель операция вышла из-под контроля. Конфликт вышел за пределы даже тех границ, которые лидеры считали немыслимыми. Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического потрясения. Это зашло слишком далеко. Пора прекратить подниматься по лестнице эскалации и начать подниматься по дипломатической лестнице, вернувшись к полному соблюдению международного права. Иран тем временем открыл Ормузский пролив для дружественных стран. Среди них Россия, Индия и Китай, заявили в МИД страны. А Россия тем временем обратилась к США. Причина – прилеты по территории АЭС Бушер, где находятся россияне. Мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той опасности критической, которая кроется вот за этими ударами. То есть отклик какой-то конкретной гарантии нет? Нет. Россия официально выпустила и обращение к США и Израилю. Путин требует остановить операцию. В заявлении МИД звучит: вернуться к благоразумию, прекратить неспровоцированную агрессию. Конец цитаты. На этом фоне стороны заявляют о продолжении ударов. Иран уверяет, произошло очередное поражение военной авиации США силами ПВО. Уничтожен F-18 НАТО. В сети публикуют кадры. Иран уверяет, так сбивали американский истребитель над городом Чабахар. Аналитики при этом считают, что истребитель получил незначительные повреждения хвостовой части и смог приземлиться. Военные США в целом заявили, что ни один из самолетов не был сбит. Иран при этом призвал США наступать. Тегеран с нетерпением ждет наземной операции американцев, чтобы наносить по ним такие же удары, как и по авиации. Спецборд Кремля срочно вылетел в США. Борт летного отряда «Россия» уже приземлился в Нью-Йорке, а после совершил перелет в Вашингтон. По данным авиационных служб, на борту Ил-96 находятся российские депутаты, прибывшие в США на переговоры. Сам факт такого визита уже событие на фоне санкций и резкого охлаждения отношений. Поездка потребовала отдельных гарантий безопасности и сложных согласований, пишут российские СМИ. Теперь внимание приковано к главному. О чем именно Москва и Вашингтон готовы говорить напрямую. В начале января в СМИ сообщалось о приглашении российских депутатов в Вашингтон со стороны члена Палаты представителей Конгресса США. Переброска войск началась. Армия РФ стягивает войска на юг Украины. В Запорожской области начинается новый этап боев. После редких успехов ВСУ в феврале, когда Украина впервые за долгое время вернула больше территорий, чем потеряла, ситуация меняется. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Российские силы усиливают давление и перебрасывают дополнительные ресурсы на южное направление. Основные бои разворачиваются в районе Гуляйполя, ключевой точки недавнего украинского контрнаступления. По словам украинских военных, российская армия накапливает силы и готовится снова оттеснить их позиции. Аналитики ожидают качельные бои, позиции будут переходить из рук в руки без устойчивого прорыва. При этом может измениться тактика. Из-за массового применения дронов классические наступления с техникой стали крайне уязвимыми. Любые колонны быстро обнаруживаются и уничтожаются, поэтому Россия и Украина перешли к тактике малых групп, чтобы быть менее заметными. Однако для серьезного прорыва все равно нужна бронетехника, пишет издание. Недавний российский механизированный штурм возле Лимана на востоке Украины может свидетельствовать о попытке вновь применить эту тактику. В Запорожской области, где линия фронта более подвижна, мы, скорее всего, увидим серию качельных боев, а не просто попытки российских сил наступать против укрепленной украинской обороны, считает военный аналитик Майкл Кофман. США требуют вывести войска. Полный отказ от территории. Зеленский заявил, что новая позиция США по гарантиям безопасности для Киева может изменить баланс сил в регионе. Вашингтон готов обсуждать гарантии только после полного отказа Украины от Донбасса. Россия рассчитывает на снижение вовлеченности США и продолжает давление на востоке страны, уверяют на Банковой. Американцы готовы финализировать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова выйти из Донбасса, сказал он, предупредив, что такой отвод войск серьезно подорвет безопасность как Украины, так и в более широком смысле всей Европы, поскольку Россия получит сильные оборонительные позиции региона.
Окно возможностей для мира закрывается, а переговоры с Россией фактически зашли в тупик. Об этом говорят в Верховной Раде. При этом в Киеве признают, внутри страны нарастает кризис мобилизации. Нагрузка распределяется неравномерно. В одних районах мобилизуют больше мужчин, в других значительно меньше. Власти готовят изменения. Уже в апреле ожидают реформу мобилизации. Задача – снизить напряжение в обществе и уменьшить количество конфликтов с ТЦК во время мобилизации. Поэтому над всем этим работаем и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные и справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют процесс, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым. Тем временем скандалы вокруг мобилизации не утихают. В Волынской области проверка документов закончилась жестким инцидентом. Сотрудники ТЦК остановили автобус, перекрыв дорогу. Пока водитель показывал документы, его пассажир внезапно сел за руль, нажал на газ, сбил военного, протащив его на капоте. В итоге того, кто устроил такую прогулку для военкома с ветерком, задержала полиция и доставила в ТЦК. Массовый забой скота в Новосибирской области связан со вспышкой ящура. Опасная, крайне заразная инфекция требует немедленного признания и жесткого карантина. Но вместо этого молчание властей. Об этом пишет новая газета «Европа», авторы которой пообщались с представителем агрохолдинга, который ведет бизнес на территории Новосибирской области. Он утверждает, что владельцы большого поголовья скота знают ответ на вопрос, что происходит. Эпидемия началась в феврале в Новосибирской области и уже вышла далеко за ее пределы. Сообщения о принудительном уничтожении животных поступают как минимум из 17 регионов. На местах жесткие зачистки, ветеринары приезжают с полицией и ОМОНом, при этом применяется самый жесткий сценарий – тотальная ликвидация поголовья в очагах. Такие меры характерны для ящура, а не для пастереллеза, говорится в материале. Фермеры прячут скот, а тех, кто пытается сопротивляться, задерживают, пишет издание «Новая газета» в своем расследовании. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.